Ребята, тот вечер в Техасе должен был закончиться как любой другой концерт: яркие огни, аплодисменты толпы и эйфория, медленно утихающая, когда пустая сцена снова погрузилась в тишину. Но никто не был готов к тому, что произошло дальше. За ослепительным светом прожекторов тура BTS две фигуры, которые всегда умудрялись перетягивать на себя все внимание, подарили момент, гораздо более глубокий, чем просто музыкальное выступление. Без предупреждения, без какого-либо официального объяснения, интернет внезапно затрясся, спровоцированный простым постом Чонгука, который за считанные минуты превратился в глобальную бурю предположений. Фотография казалась обычной непосвященным, но для ERMY каждая деталь перестала быть просто совпадением, а стала кусочками тайны, медленно складывающимися воедино, образуя большую тайну, скрывавшуюся за тишиной. В роскошном ресторане с приглушенным теплым освещением Тэхён сидел прямо напротив Чонгука. Не было никаких преувеличенных поз, никаких натянутых выражений лица, только спокойный взгляд, который казался слишком интимным для обычного ужина. Но настоящий ажиотаж в интернете вызвал выбор наряда Тэхёна в тот вечер. Ярко-розовый цвет не только привлекал внимание, но и создавал эмоциональный контраст, словно раскрывая более мягкую сторону, редко демонстрируемую на сцене. В тишине фотография говорила громче тысячи слов. И как будто этого было недостаточно, настоящий момент наступил после того, как они вышли из ресторана. Камеры фанатов, случайно оказавшихся поблизости, запечатлели нечто, что нельзя было игнорировать. Между ними не было неловкой дистанции. Не было холодной преграды, которую обычно демонстрируют два профессиональных коллеги. Вместо этого Тэхён и Чонгук шли бок о бок синхронно, изредка поглядывая друг на друга и тихо посмеиваясь, отчего сердца фанатов забились быстрее. Это был простой жест, и все же он казался слишком теплым, чтобы его игнорировать. Очевидцы описывали эту сцену как сцену из фильма, слишком реальную, чтобы в нее поверить. В суете американского города, который обычно никогда не спит, две мировые суперзвезды выглядели как обычные люди, наслаждающиеся вечером. Не было никакого давления, никакого бремени публичного имиджа, только легкая беседа, искренние улыбки и энергия, которую трудно объяснить одной лишь логикой. Некоторые фанаты даже утверждали, что заметили, как Чонгук слегка наклонялся вперед, когда говорил Тэхён, словно пытаясь убедиться, что каждое слово отчетливо слышно в шуме города. Это была небольшая деталь, но достаточная, чтобы породить тысячи безумных теорий по всему миру. Социальные сети быстро взорвались. Короткое видео, на котором они идут вместе, стало вирусным, распространяясь с одной платформы на другую со скоростью Leo Wildfire. Их имена попали в тренды не из-за только что завершившегося грандиозного концерта, а из-за вновь возникшего вопроса, была ли это просто дружба или что-то гораздо более глубокое. ERMY по всему миру начали связывать старые фрагменты, взгляды на сцене, едва заметные взаимодействия в различных материалах и даже небольшие моменты, которые ранее считались совпадением. Но что сделало этот момент особенным, так это контекст. В условиях напряженного гастрольного графика и давления глобальной индустрии такие моменты давались нелегко. Тот факт, что они решили провести время вместе, вне сцены, вдали от официальных камер, придал этому гораздо более личный смысл. Техас с его относительно спокойной атмосферой для международных знаменитостей казался местом, где они могли расслабиться и быть самими собой. И именно в этом пространстве свободы их близость наиболее очевидна. Интересно, что эта динамика не является единичным случаем. За кулисами связь между участниками BTS остается неизменно крепкой. Перед ужином сообщалось, что все участники собрались, чтобы отпраздновать успех своего концерта. Теплота на этом не закончилась, небольшие взаимодействия в социальных сетях, такие как лайки других участников под постами Чонгука, были тонкими сигналами того, что они все остаются на связи. Дело было не в расстоянии, а в доверии и пространстве, которое они давали друг другу. И, возможно, именно в этом и заключается истинная красота. То, что произошло в Техасе, было не просто вирусным событием, а отражением отношений, которые развивались на протяжении многих лет.
Тэхён и Чингук уже не просто участники группы, это два человека, которые прошли вместе множество этапов от стажерских дней до мировых кумиров. Но, конечно же, как всегда, загадка остается. О чем они на самом деле говорили за ужином в тот вечер? Была ли это просто непринужденная беседа после утомительного концерта, или же существовал более масштабный план, который еще предстояло раскрыть? Или, возможно, это было более глубокое общение, что-то, что могли понять только они двое. Никто точно не знает, и, возможно, именно это и сделало момент таким захватывающим. Одно можно сказать наверняка, тот вечер в Техасе оставил неизгладимое впечатление. Не из-за скандала, не из-за противоречий, а из-за тепла, ощущаемого в часто искусственно созданном мире развлечений. Тэхён в своем культовом розовом, Чингук с простым постом, который потряс весь мир, и ужин, ставший легендой среди ЭЯРМУАЙ. Волна глобальной реакции продолжает нарастать, не показывая признаков ослабления, как будто тот вечер в Техасе вновь открыл страницу, давно погребенную глубоко в памяти фанатов. Дискуссия углубляется, выходя за рамки простого наблюдения и стремясь понять смысл каждого маленького жеста, запечатленного на камеру. Многие посчитали, что выражение лица Ким Тэхёна в тот вечер излучало особое спокойствие, редко встречающееся под давлением внимания публики. Между тем, пост Чон Чингука был воспринят не просто как документальный фильм, а как подсознательное послание, намеренно опубликованное без объяснений. Выбор ракурса, теплое освещение, окутывавшее атмосферу, и даже его положение сидящего прямо напротив Тэхёна создавали впечатление, что этот момент слишком личный, чтобы делиться им публично, и все же он уверенно опубликовал его. В течение нескольких часов различные фан-сообщества начали анализировать каждую деталь изображения, от цвета его одежды до, казалось бы, естественной, неприкрытой позы. Многие связали розовый цвет одежды Тэхёна с символом нежности и эмоциональной открытости, что, по их мнению, было выбрано не случайно. Эта интерпретация переросла в длинный рассказ, связывающий этот момент с различными событиями из их прошлого. Более того, некоторые наблюдатели поп-культуры увидели в этом явлении мощную форму невербального общения между двумя людьми, прошедшими долгий путь вместе. Они утверждали, что отношения, выстроенные годами, часто не требуют слов для понимания, поскольку эмоциональная близость проявляется в том, как они реагируют друг на друга даже в повседневных ситуациях. С другой стороны, атмосфера города в тот вечер также была важным элементом, который нельзя было игнорировать. Свет уличных фонарей, отражающийся от тротуара, звук проезжающих машин и теплый воздух, типичный для американского юга, создавали почти кинематографическую обстановку. В такой обстановке присутствие двух мировых звезд ощущалось более человечно, как будто они были частью простой, но значимой истории. По мере того, как видео начало распространяться, многие заметили синхронные шаги, когда они шли бок о бок. Этот синхронный ритм был воспринят как символ гармонии, которая не была искусственной, а возникла естественным образом. Некоторые фанаты даже назвали это молчаливым пониманием, состоянием, когда двум людям не нужно говорить, чтобы понять друг друга. Затем это явление распространилось на различные цифровые платформы, где хэштеги, связанные с их именами, продолжали доминировать в глобальных трендах. Каждый новый пост, будь то фотография или короткое видео, мгновенно встречает тысячи комментариев, полных предположений, поддержки и даже эмоциональных выражений от поклонников, которые чувствуют связь с моментом. Многие также пытаются взглянуть на ситуацию с более рациональной точки зрения. Они считают, что кажущаяся близость – результат крепкой дружбы, выдержавшей испытания временем и вызовами индустрии развлечений. Однако даже эта точка зрения не может полностью заглушить волну эмоциональных интерпретаций, которая продолжает расти. За всем этим стоит также обсуждение того, как давление, связанное с публичностью, влияет на то, как они взаимодействуют на публике. Многие утверждают, что смелость выглядеть расслабленным на публике демонстрирует высокий уровень комфорта как с окружающими, так и друг с другом. В ходе дискуссии несколько медиа-аналитиков подчеркивают, как простой момент может превратиться в глобальное явление в цифровую эпоху.
Они считают, что сила нарративов, создаваемых фан-сообществом, играет значительную роль в расширении смысла того, что по сути является мимолетным событием. Несомненно, глобальное присутствие BTS создает контекст, который усиливает влияние взаимодействия каждого из их участников. То, что в повседневной жизни кажется обычным, становится необычным, когда речь идет о таких выдающихся личностях, как они.